Всем привет, с вами Светлана. Несебр называют жемчужиной Болгарии. Но так ли он хорош для полноценного отдыха или сюда стоит приехать только на однодневную экскурсию? Сегодня мы посмотрим, как выглядит Несебр в этом сезоне, сколько стоит жилье, продукты и разберем все плюсы и минусы отдыха в Несебре. Несебр. Кратко о главном. Несебр – это не просто очередная точка на карте побережья, куда туристы приезжают исключительно за красивыми фотографиями. Это один из древнейших городов Европы, которому более 3000 лет. И, что принципиально важно, он живой. Сегодня здесь проживает около 15 тысяч человек. Географически он поделен на две части. Новый Несебр на материке и старый город на полуострове. Здесь есть отличная историческая деталь. Изначально этот кусок суши был самым настоящим островом. Больше 3000 лет назад древние фракийцы основали здесь поселение Менембрия, грамотно используя море как естественный защитный ров. Несебр – одна из самых высоких планок в мире по концентрации церкви на душу населения. На этом крошечном клочке земли в разные эпохи умудрились построить больше 40 храмов. Время пощадило не все, но даже те фасады и руины, что дошли до наших дней, превращают полуостров в невероятно плотный исторический концентрат. И эта атмосфера работает на удержание людей. Перед этим сезоном я провела опрос на моем канале. Какой курорт вы ставите на первое место? Несебр уверенно набрал 22 голоса. О чем мне говорит такой высокий рейтинг? О том, что рынок взрослеет. Вам, как требовательным туристам и арендаторам, уже недостаточно просто получить шезлонг и чистый песок. Нужна архитектура и качественная, осмысленная среда за пределами отеля. Но давайте смотреть правде в глаза. Какой бы глубокой ни была история, подавляющее большинство едет сюда ради Черного моря. И здесь возникает главный практический вопрос. В какие месяцы город покажет себя с лучшей стороны, а когда ваш отпуск рискует превратиться в борьбу с водорослями? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Пиковые нагрузки приходятся на июль и август. В это время воздух стабильно держится на отметке плюс 30. Сейчас мы находимся на самой восточной точке Несебра. Здесь мы замерим температуру воды, узнаем, какая температура воды в Несебре в этом году. Короче, 25,4. Ой. Но вы должны понимать цену этой температуры. Максимальная плотность людей на квадратный метр и пиковые прайсы на все. Если вы умеете считать деньги и цените личное пространство, ваш выбор июнь или сентябрь. Температура чуть ниже, но зато рынок аренды становится гораздо адекватнее. Впрочем, слова остаются словами, давайте проверим факты прямо сейчас. Подводный мир Несебра. Если жизнь под волнами. Черное море – это живой биологический механизм. Да, в разгар сезона, особенно если накануне прошел шторм, к берегу прибывают водоросли. Но обратите внимание на эти кадры. Вода здесь действительно прозрачная, но просматривается отлично. На контрасте с соседним солнечным берегом разница видна невооруженным глазом. Да, в море встречаются водоросли, но давайте будем реалистами. Это живая морская среда. Итак, с морем и градусами мы разобрались. Вода позволяет комфортно отдыхать. Давайте переходить к конкретным цифрам. Как грамотно выстроить логистику до Несебра? Сколько реально стоит транспорт в этом сезоне и где здесь скроются главные ловушки для приезжих? Как добраться в Несебр? Все способы. Самолет, автобус, своя машина. Если вы летите самолетом, у вас есть два основных варианта. Ближайшая точка – это аэропорт Бургаса. До него от Несебра всего 26 километров. Второй аэропорт находится в Варне, но это уже 105 километров пути. Теперь считаем экономику перемещения из Бургаса. Самый бюджетный путь – обычный рейсовый автобус. Билет обойдется вам всего от 4,5 евро. Если автобусы – это не ваш формат и вы берете такси, приготовьте отдать в районе 35-40 евро. Если же вы прилетаете в Варну, расклад меняется. Междугородний автобус до Несебра идет примерно 2 часа, а билет в этом сезоне стоит от 11 евро.
Для понимания динамики цен. Еще в прошлом году этот же маршрут обходился в 7,5 евро. То есть транспортный тариф на этом направлении подскочил сразу на 46%. Для тех, кто ценит полную свободу и планирует передвигаться на своем автомобиле, условия идеальны, но есть несколько «но». Первое. Не забывайте сразу на въезде в страну покупать электронную виньетку для болгарских дорог. Второе. Это парковка. Весь поток транспорта идет на большую платную парковку слева после въезда на перешейк. В этом году тарифы тоже переписали. Час парковки теперь стоит 1,5 евро вместо прежнего 1 евро. Ровно в 1,5 раза дороже. В общем, транспортные расходы на побережье уверенно поднялись вверх. И раз мы уже заговорили про цены, самое время разобрать главный пункт любого бюджета – жилье. Отели или апартаменты, старый город или новый. Сколько реально стоит снять приличный номер в разгар сезона и где цены неожиданно пошли вниз наперекор общей инфляции. И жилье в Несебре. Отели против апартаментов. Теперь к главному вопросу, от которого зависит бюджет любого отпуска. Где остановиться? У вас всегда есть выбор. Атмосферный, но шумный старый город, либо более спокойный, современный новый. Мы взяли стандартный отрезок в пик сезона, неделю с 1 по 8 августа на двоих и сравнили актуальные цены этого года с прошлогодними. Цифры получились, мягко говоря, показательными. Если рассматривать базу простые отели без изысков, то сейчас за ночь придется отдать от 34 евро. В прошлом году ценник стартовал от 21 евро, рост 62%. Тем, кому важен базовый комфорт уровня 3 звезды, стоит закладывать в бюджет от 60 евро за ночь. А если вы фанат системы «Все включено» и хотите тотального отключения от быта, то приготовьтесь к цифрам от 155 евро в сутки. Выбор таких предложений сейчас солидный. На рынке есть 107 вариантов, но и цена подросла. Год назад было от 117 евро, то есть подорожание составило 33%. Но в этом году есть и неожиданный сюрприз. Первая береговая линия, которую мы всегда привыкли считать самой дорогой, вдруг подешевела. Сейчас просыпаться под шум прибоя можно от 50 евро. Хотя в прошлом году такие варианты стартовали от 64 евро. Это минус 22% от цены прошлого сезона. А что с апартаментами, которые многие выбирают как альтернативу? Здесь рынок тоже лихорадит. Если искать квартиру целиком, то ценник начинается от 45 евро за ночь против прошлогодних 31 евро. Рост составил 45%. При этом, если вы ищете что-то добротное, то рассчитывайте на среднюю цену около 93 евро за ночь. Именно в этом сегменте сейчас сосредоточено больше всего качество предложений. В общем, как видите, рынок жилья в Несебре ведет себя неровно. Бюджетные отели и квартиры резко пошли вверх, а первая линия наоборот. С жильем определились, но комфорт отпуска – это не только место для ночевки, это еще и доступ к инфраструктуре, магазины, транспорт и возможность быстро добраться до пляжа. Насколько удобно здесь жить и где скрыты логические подводные камни, разбираем прямо сейчас. Инфраструктура, сервис и транспорт. Как устроена жизнь на курорте? Несебр хорош тем, что это не просто зона для туристов, а полноценный живой город. Жить здесь удобно, но со своей курортной спецификой. В новой части города полно мелких магазинчиков и стандартных супермаркетов. Но если вы планируете закупаться серьезно и не хотите переплачивать, ваш главный ориентир – гигантский гранд-маркет «Жанет». Он расположен прямо на въезде у перекрестка с главной дорогой. Что касается внутреннего транспорта. Здесь все работает. Между новым и старым городом, а также соседний Солнечный берег, Равду и Святой Влас постоянно ходят рейсовые автобусы. Но учтите важный момент. Буквально с 1 июля билеты опять подорожали. Теперь, чтобы доехать, например, до Солнечного берега, придется выложить евро 60 за поездку. Если обычный общественный транспорт вам скучен, есть чисто туристические альтернативы. Правда, уже с наценкой за эмоции. Знаменитые открытые паровозики. Отличный аттракцион, но проезд в этом году подорожал до 4 евро. Хотя еще недавно стоил 3 евро. То есть цена подскочила ровно на 33%. Хотите романтики и морской свежести? До Солнечного берега можно доплыть на кораблике. Ценник в этом сезоне 10 евро в одну сторону против прошлых 8 евро. Подорожало на 25%. Итак, способы передвижения по курорту мы изучили. Но согласитесь, на одних поездках и покупках в супермаркете отпуск не построишь. Рано или поздно вы окажетесь на набережной старого города, где десятки ресторанов буквально нависают над волнами. Во сколько обойдется обед и как изменились цены на стритфуд? Давайте посчитаем. Питание в Несебре. От бюджетного стритфуда до ресторанов. Пожалуй, гастрономическая часть – это то, ради чего многие
многие вообще готовы возвращаться в Несебр. Особенно если мы говорим про старый город, где десятки ресторанов с террасами буквально нависают над морем. Если в новом городе вы еще можете найти аутентичные места для своих, то на полуострове вы платите не только за продукты, но и за локацию. Давайте пройдемся по реальному меню среднего ресторана в старом городе и посмотрим на актуальный ценник. Шопский салат. 300 грамм обойдется в 6 евро 50 центов. Полкило мясного гриль-ассорти 15 евро 90, а 250 граммов местной ставриды 10,50. Порция спагетти болоньезе за 300 граммов стоит 9,50, а 200 граммов картофеля фри 4 евро 50 центов. И самый показательный маркер инфляции – рыбный суп. 300 граммов сейчас стоит ровно 5 евро против прошлогодних 3,50. Скачок на 43% за сезон. Ну и 200 граммов мороженого на десерт вытянут еще 3,90. Как видите, чеки в ресторанах старого города медленно, но верно ползут вверх. Полноценный обед на двоих здесь легко может обойтись в круглую сумму. И после такого плотного и недешевого застолья логично потянет на пляж. Но насколько хороши здешние пляжи, стоит ли тесниться на песке старого города и сколько в этом году стоит аренда обычного шезлонга и зонта на знаменитом южном пляже? Об этом прямо сейчас. Пляжи Несебра. Если вы остановились в старом городе и рассчитываете на ленивый пляжный отдых в 2 шагах от отеля, у меня для вас есть новость. На самом полуострове есть всего 2 крошечных пляжа, назвать их полноценными местами для отдыха сложно. Посмотрите на песок, он здесь крупный, грубоватый, потому что состоит в основном из перетертого мелкого ракушечника. Поэтому за качественным морским отдыхом весь поток отправляется в новую часть города. Здесь раскинулся главный пляж локации Несебр-Юг. И вот он действительно заслуживает внимания. Этот пляж является гордым обладателем международного знака качества «Голубой флаг». Здесь песок уже классический, мелкий, золотистый и мягкий, а заход в воду пологий, что идеально, если вы приехали на отдых с детьми. Но за комфорт и чистоту приходится платить по фиксированным тарифам. Свободно раскинуть свое полотенце можно только в строго отведенных бесплатных зонах, которые обычно находятся чуть дальше от кромки воды. Если же вы хотите отдыхать на первой линии с комфортом, придется раскошелиться на аренду инвентаря. Аренда одного зонта обойдется вам 4 евро 9 центов. За каждый шезлонг придется выложить точно такую же сумму – 4 евро 9 центов. То есть стандартный комплект на двоих из 2 шезлонгов и одного зонта будет ежедневно забирать из вашего бюджета 12 евро 27 центов. Пляжный отдых – это, конечно, классика, но лежать на песке целыми днями быстро надоедает. Рано или поздно вам захочется сменить картинку и найти новые развлечения. Куда пойти вечером? Кроме сувенирных лавок, сколько сегодня стоит билет в топовые аквапарки побережья и как сэкономить на развлечениях? Давайте разбираться в следующей главе. Развлечения и досуг. Что предлагает курорт? В Несебре вам не нужно придумывать, чем занять вечер, потому что сам город работает как огромный интерактивный музей. Начнем любую прогулку с классической визитной карточки. Старинной деревянной мельницы на перешейке. Но это лишь парадный вход. Как только вы пересекаете границу старого города, вы попадаете в настоящий лабиринт времени. Мощеные брусчаткой улочки, черные деревянные фасады домов 19 века. Здесь за каждым поворотом буквально дышит история. Главная фишка полуострова – это его старинные церкви. Зайдите в церковь Святого Стефана, чтобы посмотреть на уникальные, потрясающие сохранившиеся фрески. Аутентичные лавочки со специями, керамикой и розовым маслом тут на каждом шагу. Но что делать, если от древности вы уже слегка устали? Буквально в 3 километрах от Несебра находится один из крупнейших и лучших водных комплексов Болгарии – аквапарк Aqua Paradise. Цены в этом сезоне ожидаемо подросли. Взрослый билет на целый день теперь обойдется вам в районе 42 евро. В прошлом году он стоил 40 евро. То есть цена выросла ровно на 5%. Детский билет в этом сезоне зафиксирован на отметке 32 евро. Если вы хотите немного альтернативы или сравнения, в 6 километрах уже на территории соседнего Солнечного берега работает Экшн Аквапарк. Там ценник традиционно чуть лояльнее. Взрослый билет на весь день выйдет примерно в 37 евро, против прошлогодних 34 евро. Ну а за детский билет на весь день придется заплатить 23 евро. До обоих аквапарков регулярно ходят бесплатные фирменные автобусы. При покупке онлайн цена будет немного ниже. Насколько спокойно на улочках древнего города? Стоит ли опасаться карманников в толпе? Переходим к крайне важной и серьезной теме. Безопасность в Несебре, мифы и реальность. Несебр – город максимально спокойный, комфортный и безопасный. Здесь можно абсолютно расслабленно гулять по набережным и в новой, и в старой части. Но 100% терять бдительность точно не стоит. Цены на отдых считаем полный бюджет на неделю. Теперь пришло время ответить на самый главный практический вопрос. Сколько стоит недельный отдых в Несебре на двоих в разгар сезона? Мы детально разобрали цены на жилье, транспорт, пляжи и рестораны. Теперь давайте соберем все эти разнообразные цифры воедино, включим калькулятор и подобьем реальные
индивидуальный чек за 7 ночей с 1 по 8 августа без учета перелета. Понятно, что бюджет штука индивидуальная. Кто-то готов закупаться в гигантском супермаркете и готовить сам, а кто-то привык ни в чем себе не отказывать. Поэтому мы рассчитаем две реальные планки расходов до двух разных стилей отдыха. Вариант первый – бюджетный. Это сценарий для тех, кто хочет увидеть древний город, но планирует тратить по минимуму. Вы арендуете скромную комнату в гостевом доме, готовите сами или покупаете стритфуд. Перемещаетесь на автобусах и загораете на полотенце в бесплатной зоне пляжа. Рассчитаем расходы на двоих за неделю. Итого 440 евро на двоих. Вариант второй – комфортный отдых. Этот сценарий выбирает большинство требовательных туристов. Вы живете в хороших добротных апартаментах в новой части. Каждый день обедаете и ужинаете в ресторанах, берете в аренду шезлонги с зонтами на пляже Несебр-Юг и активно пользуетесь развлекательной программой, включая завтрак. Итого, общая сумма составила 1524 евро 62 цента. Самый большой плюс Несебра заключается в том, что он дает вам абсолютную свободу выбора под любой кошелек. Вы сами управляете своими расходами. Переходим к главным неоспоримым плюсам Несебра прямо сейчас. Главные плюсы Несебра. За что его выбирают тысячи туристов? Давайте подытожим и соберем вместе все самые главные достоинства Несебра. Почему из года в год, несмотря ни на какую инфляцию и перехода на новую валюту, этот курорт стабильно удерживает лидерство и привлекает огромные потоки людей со всей Европы. Плюс номер один. Уникальная историческая атмосфера. Пожалуй, это главный козырь. Несебр – это редчайший формат города-музея, в котором можно полноценно жить, а не просто приехать на пару часов с экскурсией. Плюс номер два. Превосходное качество пляжей. Мы уже говорили про Несебр-Юг, широкая береговая линия, мягкий золотистый песок, пологий и безопасный вход в воду. Все это заслуженно подтверждается международным голубым флагом. Плюс номер три. Развитая и самодостаточная инфраструктура. Несебр – это полноценный, живой город со своей экономикой. Здесь вам не придется искать элементарные вещи. Город полностью закрывает любые бытовые и развлекательные потребности. Плюс номер 4. Гибкость бюджета. Как мы только что посчитали в цифрах, город предлагает абсолютную свободу выбора под любой кошелек. Здесь уживаются и скромные гостевые дома за разумные деньги, и люксовые отели. Плюсы выглядят весомо, и город действительно заслуживает своего высокого рейтинга. Чтобы ваш выбор был на 100% осознанным, мы обязаны разобрать и обратную сторону медали. Каким минусам нужно быть готовым, чтобы не испортить себе впечатление от долгожданного отпуска? Основные минусы Несебра, к чему быть готовым? Минус номер один. Толпы туристов в пик сезона. В июле и августе старый город превращается в один сплошной бурлящий улей. На узких мощенных улочках в вечерние часы буквально не протолкнуться из-за экскурсионных групп. Минус номер два. Парковка. Если вы приехали на своей машине или взяли авто в аренду, приготовьтесь к стрессу. Найти бесплатное парковочное место в городе – задача из ряда невыполнимых. Вам придется ежедневно отдавать по 7,5 евро на паркинге на полуострове. Минус номер 3. Кризис пляжной зоны в историческом центре. Местные крошечные пляжи из ракушечника и без инфраструктуры не приспособлены для нормального отдыха. Чтобы получить комфортный золотистый песок и простор, вам придется каждое утро идти пешком в новую часть города. Как видите, минусы у Несебра вполне осязаемы, и они напрямую вытекают из его уникальной географии и популярности. Но как этот город смотрится на фоне своих ближайших конкурентов по побережью? Несебр против других курортов. Несебр против солнечного берега. Это классическое противостояние двух абсолютных противоположностей, которые при этом находятся вплотную друг к другу. Несебр – это история, архитектурная глубина, размеренный ритм и романтика. Солнечный берег – это гигантская индустрия развлечений, круглосуточный шум, огромные клубы и бары. Атмосфера здесь отличается как день и ночь. Если вам нужна тишина, эстетика и прогулки по брусчатке, выбирайте Несебр. Если вы едете за тусовками, ваш путь лежит на солнечный берег. Несебр против Созополя. Эти два города часто называют братьями-близнецами, и на первый взгляд они действительно похожи. Оба древние, оба расположены на полуострове и оба застроены атмосферными домами. Но все важное кроется в деталях. Созополь расположен на южном побережье и традиционно считается более богемным, камерным и артистичным местом. Несебр гораздо более масштабный, монументальный и более коммерческий и туристический. За тихой, слегка театральной и творческой атмосферой лучше ехать в Созополь. За развитым сервисом, мощными археологическими памятниками и близостью к крупным развлечениям однозначно выигрывает Несебр. Несебр против Албены. Здесь мы сравниваем принципиально разные форматы организации отдыха. Албена – это закрытый охраняемый курортный комплекс на севере побережья, который изначально проектировался под семейный отдых. Там огромная зеленая закрытая территория, идеальный порядок и отели, работающие преимущественно по системе «все включено».
Несебр – это открытый, живой, дышащий город. Он не ограничивает вас рамками одного отельного комплекса. Если вы ищете семейный отдых в режиме пляж, ресторан, отель и не хотите думать, где поужинать, Албена будет отличным выбором. Но если вам нужна свобода передвижения, культурные впечатления, разнообразие ресторанов и возможность управлять своим бюджетом, Несебр – ваш выбор. Сравнение наглядно показывает, что Несебр держит идеальный баланс между развитой городской средой и уникальным историческим наследием. Но давайте подведем финальную черту под всем нашим масштабным исследованием. Для кого этот курорт? Этот курорт станет для вас идеальным выбором, если вы семья с детьми. Но с одной критической важной оговоркой. Селиться нужно строго в новой части города. В этом случае вы получаете идеальный, пологий и безопасный южный пляж с его голубым флагом. Ищите баланс между историей и комфортом. Вы не готовы жертвовать цивилизацией ради дикого отдыха, но и жить в бетонной коробке вам скучно. Несебр дает уникальный гибридный формат. Днем вы пользуетесь благами развитого современного города, вечером переходите перешеек и проваливаетесь на 3000 лет назад в прошлое. Вам точно стоит подумать дважды, если вы ищете драйв 24/7. Если вам жизненно необходимы вечеринки, бары, бронируйте отель в соседнем Солнечном берегу. Рассчитывайте на самый дешевый отдых. Будем реалистами. Переход на евро и статус мирового наследия ЮНЕСКО сделали свое дело. Цены на отели и чеки в ресторанах старого города здесь заметно выше среднерыночных на побережье. Вывод. Вы должны четко понимать, что покупаете билет не просто на пляжный курорт. Это полноценное путешествие во времени. Несебр – уникальное место, где можно совместить ленивые дни на золотом песке южного пляжа с мощнейшей культурной программой, не тратя при этом часы на дорогу до памятников архитектуры. Чтобы ваш отпуск прошел идеально, запишите мои главные практические советы перед поездкой. Первое. Бронируйте жилье заранее. Второе. Выбирайте новый город. Третье. Сходите с туристических троп. Несебр – это город, который мало просто увидеть и сфотографировать на фоне мельницы. Его нужно по-настоящему почувствовать, побродить по его каменным лабиринтам, вдохнуть соленый ветер и никуда не спешить. А бывали ли вы в Несебре? Что вас зацепило больше всего, а что наоборот откровенно разочаровало? Поделитесь своим честным опытом в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!